Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодняшняя подборка будет о моих любимых удовых ароматах. Уд с недавних пор один из моих любимых компонентов и именно мужской парфюмерии. В женской, конечно, он также очень красив. Сегодня у нас будут унисекс-ароматы, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам. Но лично по моему восприятию от уда на мужской коже я просто без ума. И, возможно, подборка моих любимцев будет вам интересна. Если же мы говорим про удовое дерево, то здесь, конечно, первый аромат, который приходит мне в голову, это уд от Tom Ford. Аромат, который как бы задал направление в свое время и задал моду на уд, по моему мнению. Он очень универсальный в том смысле, что подходит практически всем, нравится практически всем. И если вы еще не знакомы с удом, но хотите попробовать, то для знакомства, пожалуй, это лучший вариант. Уд здесь в сочетании с розовым перцем, сандалом, кардамоном. Он яркий, но как будто бы даже более интимный, сидит близко к коже и не такой шлейфовый, не такой заполняющий все пространство, как некоторые другие парфюмы данного направления. Поэтому я и сказала, что для первого знакомства это вполне удачный выбор, и это уже классика удового направления. Если же вам хочется уда, но в таком более мягком, нежном, чуть более спокойном, расслабленном настроении, то здесь мой фаворит Oud Satin Mood от Francis Kurkdjian. Из всей сегодняшней подборки это, наверное, самый нежный, но в то же время очень притягательный уд. Здесь он вступает в партию с розой, фиалкой, ванилью. Синонимы к этому аромату для меня это уют, это нежность, это как дорогой кашемировый шарф, который вас и окутывает, и согревает, и в то же время это дорого, это красиво и это роскошно. Великолепная стойкость и шлейф, одно-два распыления, и этот уд будет с вами целый день. Ну и подборку моих любимых удовых ароматов просто нельзя представить без аромата от Initio Out for Greatness. Это также унисекс, и на женщинах он звучит шикарно, но особенно мне нравится, как он раскрывается на мужской коже. И для меня это тоже такой эталон удового парфюма. То есть вот каким он должен быть, это такая классика этого направления. Уд здесь такой глубокий, пряный, чуть терпкий, как будто бы даже с металлическими нотками. Он отлично сочетается с шафраном, лавандой, мускатным орехом, пачули и мускусом. И вот эти все ноты, они делают его таким более мужественным, брутальным, сильным. Хотя, повторюсь, и на женщинах он звучит также очень интересно. Если говорить про бюджетный сегмент в удовой парфюмерии, если говорить про клоны ароматов, то отличнейший клон на аромат от Initio сделала Латафа, и ее уд также очень неплох. Пирамида здесь практически в один. Звучит, я не скажу, что это прям 100% похоже, но это действительно одно направление, и на некоторой коже, нужно сказать, это просто не отличить, но здесь уже как сработает химия вашей кожи. Сам аромат по себе, несмотря на свою бюджетную цену, очень хорош. Все то, что я говорила про предыдущий аромат от Initio, Латафа вполне удачно воссоздала в своем аромате. Это глубина, это мощь, это действительно очень красивое исполнение уда. Все ноты играют, переливаются. Единственный минус здесь, который часто бывает в арабской парфюмерии, если вы затестили данный парфюм, и он вам понравился, он вам подошел, и вы купили себе заветный флакончик, то арабы иногда грешат тем, что их парфюмы звучат не совсем хорошо при покупке. В этом случае просто дайте ему отстояться несколько месяцев в темном, сухом, прохладном месте, и тогда он заиграет всеми красками и раскроется как нужно. А вот на женщинах мне больше нравится, как открывается уд в аромате от Van Cleef. Здесь он в компании с жасмином, туберозой, сандалом и пачули. А также капелька бергамота и розовый перец добавляет ему такой легкой игривости, чуть-чуть шершавости, кислинки. При этом мне он кажется вечерним, очень глубоким, торжественным, немного готическим, я бы сказала.
Сам же ум здесь звучит более мягко, более нежно и приглушенно. Поэтому аромат, мне кажется, чуть более в женскую сторону, но и на мужчинах звучит очень интересно. Если же говорить про моноаромат уда, то Mali All Out — это дубайский аромат, вполне неплох. Здесь уд, также вот эта вот древесная глубокость, терпкость, но он как будто бы здесь в более таком медовом звучании, очень красиво, глубоко, комплементарно. Я знаю, что он нравится также многим, действительно очень достойный аромат. Он такой древесно-сладко-соленый. И вот эти сладкие, такие медовые отголоски, они как будто бы перекликаются иногда с солеными нотами. Аромат играет. Он очень такой переливчатый, и это то, что я люблю в парфюмерии. Ну и закончить сегодняшнюю подборку моих любимых удовых ароматов я хочу прекраснейшим парфюмом от Джо Малон. Это уд и бергамот. Как видно из названия, здесь уд, здесь бергамот. Кроме того, апельсин, лимон, кедр. И это отличное сочетание древесности с цитрусовыми. Очень красиво звучит летом, зимой. Он такой универсальный. Мне кажется, подойдет практически всем и на любой случай. И как по мне, вот это древесно-цитрусовое сочетание, оно очень универсальное. Оно нравится и подходит практически всем. Это такой всегда беспроигрышный вариант, палочка-выручалочка. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Большое спасибо вам за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Напишите, пожалуйста, в комментариях о ваших любимых удовых ароматах. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!